Друзья, всем привет! Готовлю кето птичье молоко без выпечки. Это отличный десерт для всех, кто не употребляет сахар, либо ограничивает углеводы в своем рационе. Суфле птичье молоко получается очень пышное и воздушное. Понравится всем любителям советской классики, только в кето-варианте. Готовится очень просто и быстро. Желатин заливаю водой и перемешиваю, чтобы желатин полностью растворился в воде. Оставляю набухать. В сотейник с желтками вливаю жирные сливки. Сливки рекомендую не менее 33% жирности. Добавляю аллюлозу и тщательно вымешиваю на умеренном огне, чтобы аллюлоза полностью растворилась в заварной основе. Постоянно помешиваю заварную основу, чтобы заварная основа не свернулась. Я увариваю на минимальном открытом огне. Если у вас электрическая плитка, уваривайте на средней мощности. Самое главное в этом процессе — это постоянно мешать. И как только заварная основа загустела, выключаю огонь и продолжаю помешивать еще 2-3 минуты. Не пытайтесь очень сильно загустить заварную основу, иначе она просто свернется. Достаточно вот до такого состояния. Рекомендую также дополнительно еще раз перемешать, тщательно взбить заварную основу ручным венчиком, чтобы если там есть какие-то комочки, они растворились. Если заварная основа все-таки свернулась, пропустите ее через сито. Вот такая гладкая однородная заварная основа получилась. И в белки добавляю лимонную кислоту, соль и аллюлозу. Взбиваю на высоких оборотах миксера, чтобы получилась пышная меренга, которая держится на лопастях миксера. Друзья, ну вот так вот я взбил меренгу, она пышная и стабильно держится при поднятии венчика миксера. Вот такие стоячие пики говорят о том, что меренга готова к работе. Для сиропа в сотейник с аллюлозой вливаю кипяток. И тщательно перемешиваю, чтобы аллюлоза полностью растворилась в жидкости. Для этого рецепта подходит только аллюлоза, другие подсластители типа эритритола не подойдут. Сотейник с сиропом устанавливаю на огонь и довожу до кипения. Как только пошли пузыри, увариваю сироп примерно 3 минуты. Я не использую градусник, просто засекаю время примерно 3-4 минуты и все. Не пытайтесь определить готовность сиропа на тонкую нитку, либо на мягкий шарик, потому что это не сахар, у вас не получится. И если вы попытаетесь уваривать до тонкой нитки, аллюлоза просто сгорит, поэтому уваривайте где-то 3-4 минуты с момента получения пузырей. Не прекращая вымешивание на высоких оборотах миксера, вливая тонкой струйкой сироп, как бы вмешивая его в меренгу, не попадая на лопасти миксера, чтобы он не забрызгал стены чаши. Вымешивал примерно 5 минут. Обратите внимание, какая пышная и плотная меренга получилась. Она уже накручивается на лопасти миксера, и это говорит о том, что меренга готова. Меренга на аллюлозе очень плотная и стабильная. Вливаю разогретый до горяча желатин и тщательно перемешиваю, чтобы желатин полностью растворился в меренге. При желании вместо желатина можно использовать агар-агар. Добавляю теплую заварную основу и тщательно перемешиваю венчиками миксера. Рекомендую вымешивать под углом 45 градусов, чтобы насыщать меренгу кислородом. Невымешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Дополнительно взбиваю ручным венчиком. Я это делаю для того, чтобы если вдруг заварная основа случайно попала на дно чаши, интенсивно и хорошо основательно вмешалась в меренгу. В данном рецепте я сделал умеренное количество подсластителя, поэтому меренга не настолько плотная, как я это делаю в классическом варианте птичье молоко. Именно поэтому заварная основа легко проникает на дно чаши, и поэтому ее нужно дополнительно тщательно вымесить. Но ни в коем случае не переживайте, что у вас суфле опадет, потому что суфле стабильное, оно пышное, и если вы только тщательно вымешите, наоборот, это будет большой плюс. Оно не отслоится, ваше суфле будет очень вкусное, стабильное и однородное. Готовое суфле птичье молоко вливаю в стеклянную тару. Вы можете вливать в любую емкость, в пластиковую, либо другую. Выравниваю суфле лопаткой. Готовое суфле убираю в холодильник для стабилизации. Минимум на 3 часа. Для приготовления шоколадной глазури я использую тертый какао. Вы можете использовать просто темный шоколад без сахара, не менее 80% содержания какао-бобов. В сотейник с толстым дном вливаю сливки. И помешивая довожу сливки до горяча. Добавляю тертый какао либо шоколад и тщательно перемешиваю, чтобы получилась однородная шоколадная глазурь. Или как ее еще называют, шоколадный ганаш. Шоколад полностью вмешался в сливки. Шоколадная глазурь без комочков, она однородная и гладкая. Шоколадный ганаш готов к работе. На остывшее суфле вливаю шоколадную горячую глазурь и распределяю шоколадную глазурь по остывшему холодному суфле. Суфле должно быть именно холодное. Шоколадную глазурь распределяю в темпе, чтобы она не успела застыть. Формирую лопаткой узоры в виде декора. Убираю в холодильник для стабилизации. Кето суфле птичье молоко без выпечки получилось очень вкусное. Пышное воздушное суфле идеально сочетается с шоколадной глазурью. И это настолько вкусно, насколько и просто. А самое главное, не содержит сахар и подходит для всех, кто ограничивает углеводы в своем рационе, либо соблюдает кето. Я люблю птичье молоко именно за пышное суфле. Именно поэтому я люблю пышное суфле, птичье молоко, даже без выпечки.
Друзья, готовьте вкусные и полезные десерты на канале. Приятного аппетита!